Во второй половине XI века Англия являлась весьма желанным объектом для вторжений, поскольку в этой богатой стране не было внутреннего единства. Отсутствие политической стабильности подталкивало захватчиков к агрессии, они считали Англию легкой добычей. В сентябре 1066 года король Англии Гарольд отстоял свое королевство в битве при Стэмфорд-Бридже. Застигнутый врасплох король норвежцев Харальд Суровый пал смертью храброго воина. Но Гарольд преждевременно радовался своей победе. Он даже понятия не имел, что в 500 километрах от него нормандский герцог Вильгельм уже подходит к южным берегам Англии с флотом в 700 кораблей. После долгого планирования и подготовки Вильгельм все же сделал шаг по направлению к английской короне. Тогда Вильгельму исполнялось 40 лет, и он был полон решимости. Из-за сильных ветров 2 месяца Вильгельм был заперт в порту. Наконец ему удалось выйти в море при изменчивом осеннем ветре и плохой видимости. Поскольку пересечь пролив Ла-Манш осенью в те времена было трудно, то Гарольд думал, что Вильгельм перенесет свое наступление на весну, но он недооценил соперника. Узнав о высадке нормандцев на юге Англии, Гарольд направился в Лондон. После битвы при Стэмфорд-Бридже ряды англосаксонской армии сильно поредели, поэтому Гарольд срочно собирал ополчение для пополнения войска. Конечно, Гарольд мог не спешить, подождав, пока у неприятеля закончатся запасы еды, но Вильгельм вынуждал Гарольда к новой битве, пока тот был изнурен предыдущей. С этой целью нормандцы поджигали окрестные деревни и убивали местных жителей. Разъяренный Гарольд не дал себе много времени на подготовку и повел свои войска на юг. Следует пояснить, что поводом для вторжения послужила запутанная история с престолонаследием. После смерти английского короля Эдуарда в 1066 году появилось несколько претендентов на престол Англии. Сразу после смерти Эдуарда брат его жены, энергичный Гарольд Годвинсон, был коронован с согласия знати. Однако родственник Эдуарда, нормандский герцог Вильгельм, утверждал, что еще в 1051 году Эдуард поклялся ему передать престол, а новоявленный король Гарольд в 1064 году, будучи пленником Вильгельма, тоже принес перед алтарем клятву не препятствовать ему занятию английского трона. Считая, что его права на английское королевство были незаконно попраны, Вильгельм начал подготовку к военному походу. Собственных сил для завоевания Англии у нормандского герцога не хватало, поэтому он привлек в свою армию рыцарей из Британии, Аквитании и Фландрии. Тем временем о своих правах на английский престол заявил норвежский король Харальд III Суровый, который во главе большого флота отправился к берегам Англии. Харальд прибыл в Англию раньше герцога Вильгельма. Хитрый герцог, узнав о походе Харальда, решил подождать, пока английская и норвежская армия сойдутся в бою, а затем добить победителя. Нормандский флот вышел в море ровно через 2 дня после того, как Гарольд одержал победу над Харальдом. Утром 28 сентября флот Вильгельма зашел в бухту в деревне Певенси. Когда армия нормандского герцога высадилась на берег, было принято решение покинуть окруженную болотами деревню и разместиться в окрестностях порта Гастингс. Битва при Гастингсе состоялась 14 октября. Ночью обе стороны разбили лагерь в 13 километрах друг от друга. В 6 утра, следуя на север, Вильгельм заметил армию Гарольда, появившуюся из леса. Гарольд расположил свои войска на холме, который с тыла и с флангов был окружен лесом, а впереди выстроил знаменитую стену щитов. С точки зрения обороны эта позиция была очень хорошей. Нужно было лишь ее удерживать в течение дня. Армия Вильгельма находилась в менее выгодном положении. Она располагалась в болотистой низине. Воинам пришлось идти по влажной земле, а затем взбираться на холм. Англосаксонская армия использовала традиционное построение, построив в первой линии 2000 хускерлов, вооруженных большими топорами и мечами. За спинами хускерлов Гарольд расположил 6000 легких пехотинцев. В армии Гарольда практически не было всадников и лучников. Вильгельм построил свою армию в 3 линии. Первая линия состояла из 1000 лучников и арбалетчиков, вторая из 4000 пехотинцев, а третья из 2000 рыцарей. В 9 часов утра битву начали нормандские лучники, засыпавшие позиции англосаксонской армии градом стрел. Несмотря на все старания лучников, их обстрел был малоэффективным, поскольку противник находился на холме, а стена щитов, сформированная хускерлами, защищала от стрел. Однако кольчуги и шлемы были лишь у богатых воинов, так что многие были уязвимы для стрел. Пехота ополчения вообще была вооружена чем попало, от дубинок и вил до камней, привязанных к палкам. Основное отличие вооружения нормандцев состояло в том, что у них были конные рыцари. Англичане же веками воевали лишь с викингами, поэтому придерживались скандинавской манеры ведения боя.
На место битвы они прибывали верхом, а в бой шли в пешем строю. Однако наличие кавалерии еще не решало дело, ведь против нее выстроилась стена щитов. Это была весьма крепкая защита. Англичане стояли так плотно, что убитым было некуда падать. Кавалерия Вильгельма, привыкшая к подвижной манере ведения боя, никогда не сталкивалась со стеной щитов, а рельеф местности не позволял коннице обойти противника. Осознав, что обстрел позиций врага не приносит желаемого результата, Вильгельм послал в атаку свою пехоту, которой пришлось атаковать вверх по склону холма. Стену щитов нужно было обязательно пробить до заката, поэтому Вильгельм поочередно посылал на нее волны лучников, пехоты и кавалерии. Вильгельм планировал с помощью кавалерии пробить бреши в стене щитов противника и развить успех с помощью пехоты, но натиск нормандских всадников не принес желаемого результата. Атакуя вверх по склону холма, нормандские рыцари не смогли достаточно разогнаться, чтобы расстроить плотное построение противника. Понеся серьезные потери, нормандская кавалерия отступила. Была уже середина дня, и битва зашла в тупик. За 3 часа повторных атак Вильгельму не удалось ничего добиться. И тут целый фланг его армии повернул назад и побежал прочь от английских линий. Дело в том, что нормандцы применили хитрость. Они изобразили отступление, как будто были напуганы. Такой тактический ход ложное отступление нормандцы обычно применяли, чтобы заставить врага ослабить свою оборону. В этот момент англосаксы совершили роковую ошибку. Решив, что они сломили боевой дух противника, англичане начали контратаку, покинув подходящую для обороны позицию. Но вскоре они столкнулись с неприятным сюрпризом. Нормандская пехота успела снова сформировать боевое построение и схлестнулась с контратакующей. Как только завязался рукопашный бой между английской и нормандской пехотой, теперь уже кавалерия Вильгельма сказала свое веское слово. Она снова пошла в атаку, заходя сквозь бреши в обороне во фланге и в тыл противника. Обманный маневр с сложными отступлениями нормандцы проделали дважды, и неприступная защита Гарольда затрещала по швам. Началась суровая рукопашная схватка. Нормандцы стали теснить противника, но у английской армии все еще оставались шансы на победу. Тем временем под Вильгельмом убили лошадь, и в рядах нормандских солдат стали распространяться слухи о его гибели. Смерть военачальника обычно означала конец сражения. Но Вильгельму дали нового коня, после чего он, сняв шлем, объехал свою армию, чтобы предстать перед людьми и вдохновить их. Битва шла уже 5 изнуряющих часов, и на поле боя было много убитых, в том числе высшие чины правящего рода Годвинов. Были убиты 2 брата Гарольда, в частности его верный соратник и советник Дирк. И тут в лицо Гарольда попала стрела. Якобы он был поражен стрелой, которая вонзилась ему в глаз. Но по другим источникам Вильгельм выслал специальный отряд ликвидаторов с целью убить Гарольда. Якобы сначала рыцари поразили его в грудь, потом отрубили голову, затем поразили в живот и даже разрубили бедро. Мы никогда точно не узнаем, как именно погиб Гарольд, но точно известно, что со смертью короля английская армия лишилась прежней стойкости. Упорядоченная защита переросла в кровавую бойню, а позже в полный разгром. Англичане пытались отступить, но конница нормандцев их настигла. После победы нормандцы понесли серьезные потери, которые составили четверть армии. У англосаксов оставалась возможность использовать резервы, которые не успели прибыть к началу битвы. Но ситуацию в пользу нормандцев решило то, что англичане не смогли найти стойкого лидера. Вильгельм же направил свои усилия на установление полного контроля над Англией. Эту задачу упростило то, что королева Эдита, вдова Эдуарда и одновременно сестра погибшего в битве Гарольда, признала право нормандского герцога на английский престол, передав ему без боя контроль над первой столицей английского королевства городом Винчестер. Однако не все англосаксы хотели сдаваться. В Лондоне аристократы поспешно избрали королем Англии племянника Гарольда, который должен был возглавить борьбу против завоевателей. Но после того, как нормандская армия окружила Лондон и опустошила его окрестности, слабый лидер и его приспешники были вынуждены присягнуть на верность герцогу Вильгельму. 25 декабря 1066 года произошла коронация Вильгельма, который официально стал английским королем. Но коронация отнюдь не окончила борьбу за подчинение Англии. Потребовались еще годы борьбы против повстанцев и мятежников при общей нестабильности государства, особенно на севере. Для своей безопасности Вильгельм основал надежную базу – Лондонский Тауэр. Он безжалостно истреблял оппозицию, убивая десятки тысяч мирных жителей и разоряя огромные части территории королевства.
В конце концов, он заменил всю английскую знать, которая выжила в битве при Гастингсе, нормандскими баронами, отняв у англосаксов деньги и земли и отдав их своей свите. Чужестранцы изменили весь уклад страны. В частности, появилась нормандская архитектура, огромные кафедральные соборы и замки, возвышающиеся над окрестностями. Изменился язык, традиции, закон, да и сама страна претерпела глубокое преобразование. Англия превратилась в феодальную монархию с сильной централизованной властью. Изменилась не только Англия. С 1066 года подошла к концу эпоха великих завоеваний викингов. С этого момента Англия перестала ориентироваться на Данию и Скандинавию, отдавая приоритет Франции и Риму. Вся Европа изменилась. Планирование и реализация вторжения заняли у Вильгельма почти год. Гораздо больше времени ему потребовалось на то, чтобы покорить английский народ. Постепенно Англия стала одной из ведущих европейских стран. Она двигалась в новое будущее, оставив позади мрачное средневековье.